Квадрокоптер, который за свою столь низкую стоимость имеет качественную сборку, LED-подсветку, 2 встроенные камеры, поддержку 4К разрешения, технологию 4-позиционного способа обхода препятствий, оптическую систему позиционирования потока, режим слежения, режим управления ладонью, режим переворота на 360 градусов, поддержку фирменного приложения, режим для видеосъемки с наложением музыки или фильтров, отличное время автономной работы, и это только малая часть того, что, разумеется, можно прочесть в рекламе к квадрокоптеру под названием К8. Таких дешевых на канале еще не было. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется К8 в белой коробке из тонкого картона, на которой есть название, краткие характеристики и изображение модели. Также мы сразу понимаем, что на выбор есть 2 расцветки, это серая и зеленая. Пакинг неплохой за свою стоимость. В комплекте мы имеем кейс для переноски, он не лучшего качества, но хорошо, что он вообще есть, так как это удобно. Его габариты 210 на 260 на 61 мм. Далее есть 2 запасные лопасти, отвертка, кабель для зарядки micro-USB. Жаль, что не Type-C и удивительно. Краткое руководство на английском языке, 4 защитные рамки, 4 зажима для лопастей. В общей сумме 4 аккумулятора. Можно купить комплект с меньшим количеством аккумуляторов. Далее в комплекте мы видим пульт для управления, который работает на батарейках, которых в комплекте, разумеется, нет. Сам квадрокоптер К8 с 4 лопастями. Вес устройства 204 грамма и габариты в открытом состоянии 360 на 350 на 91 мм. В сложенном 130 на 180 на 91 мм. Сами смотрим, как сейчас с регистрированием подобных устройств. Розыгрыши моря. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band в 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего интересного. Результаты тестов на разные интересные устройства я размещаю там раньше. Перейдем же к квадрику. Дизайн устройства интересный. Конечно, все в рамках цены. К примеру, материалы дешевые, что очевидно. И если квадрокоптер выполнен с более-менее качественного пластика, то пульт управления из очень дешевого. Сборка квадрика хорошая, ничего не отваливается и ничего не люфтит. После одного столкновения со стеной с ним все в порядке. Как вы уже поняли, он складывается и довольно просто. Главное, лопасти правильно расположить. На корпусе есть стандартно различные инфракрасные датчики, 4 лопасти, отсек для аккумулятора, 2 камеры с нижней и фронтальной части и кнопка включения-выключения. Также есть LED-подсветка, светит она ярко, настроить работу подсветки нельзя, и как по мне, можно было бы оформить ее слегка получше. Но опять же, светит она ярко и детям понравится. Что еще нужно? Быстро пробежимся по основным характеристикам и возможностям, во всяком случае заявленным. К8 имеет максимальную дальность дистанционного управления в 100 метров, скромно, но честно, имеется поддержка Wi-Fi на 2,4 ГГц, используется технология 4-позиционного способа обхода препятствий и оптическая система позиционирования потока. Дальше в ролике я расскажу подробнее, как себя ведет квадрокоптер на самом деле. Но я думаю, учитывая его стоимость, вы догадываетесь. Установлены здесь 2 камеры. Одна камера с 2 сенсорами расположена с фронтальной части. Первый сенсор 4К ESC с дистанционным управлением, углом съемки в районе 90 градусов и широкоугольный сенсор с углом обзора в 120 градусов. Вторая HD камера находится на дне коптера. Пульт для управления имеет держатель под смартфон. Конечно, он очень слабо держит его. Как я уже говорил, сам пульт выполнен из дешевого пластика. Ко всему, эргономика у пульта не лучшая, но в целом использовать его можно. На нем есть кнопка включения-выключения с LED-индикатором, переключатель скоростей, включение режима обнаружения препятствий, переключение между камерами, кнопка взлета и посадки, 2 джойстика и 4 кнопки для управления полетом и кнопка для переворота на 60 градусов. Отмечу, что есть упрощенный режим для новичков, в котором будет проще управлять дроном. Емкость одного аккумулятора 1800 мАч, заряжается один аккумулятор около 1 часа, не меньше. Время на одном аккумуляторе заявлено 20 минут, у меня он отрабатывает на полностью заряженном аккуме 16-17 минут, но при 30% скорости и в зимнее время года. Помним, что можно купить несколько аккумуляторов, и если у вас 3 запасных аккумулятора, то общее время полета будет около 1 часа, что в целом неплохо для того, чтобы поиграться. Приложение для полноценного использования квадрика называется HF UFO. Интерфейс доступен на русском языке, но перевод, разумеется, неполноценный. Хорошо, что английский язык тоже на борту. В настройках устройства можно выбрать режим управления. На выбор есть режим джойстика, скрытый режим, классический и, по всей видимости, еще продвинутый. Перевод очень плохой, отталкиваемся от того, что он есть, и радуемся. Далее есть инструкция обновления прошивки, выбор разрешения для камер, максимальное разрешение это 4К для основной и 1080p для нижней. Также можно выбрать положение экрана, язык приложения, включить-выключить. Такие особенности, как режим установленной высоты, режим следования, управление ладонью,
выполнение переворота на 360 градусов, панорама, подсветка и автоматическое сохранение настроек. Сбросить настройки до заводских можно. После подключения квадрокоптера мы видим на экране картинку, транслируемую с камер самого квадрика. Конечно, трансляция подвисает, но в целом неплохо. Из интересного есть кнопка взлета и посадки, файл-менеджер с отснятым материалом, калибровка, цифровое увеличение, включение всех вышеперечисленных режимов, настройка скорости с 3 режимами 30, 60 и 100%. Кнопка для осуществления снимка, видеозаписи и кнопка включения-выключения. Также есть режим TikTok, где есть различные фильтры, музыка для наложения поверх видео, что, возможно, кому-то понадобится. Мечу, что квадрокоптер может работать без приложения. Перейдем же к самому интересному. Квадрокоптер умеет возвращаться на точку взлета, есть поддержка траектории полета и в целом много интересного и полезного. Но сразу предупреждаю, чтобы все работало, нужно максимально подходящие условия. К примеру, у меня обнаружение препятствий при запуске в городе не срабатывает. Квадрокоптер несколько раз врезался в какие-то объекты на его пути, притом на его полет очень сильно влияет даже маленький ветерок. Сейчас, конечно, в видео вы можете наблюдать максимально неблагоприятные условия для квадрика, но пока я его тестировал, были и солнечные деньки с минимальным ветром. В таких условиях он работал слегка корректней. К слову, небольшой ветерок, с которым я столкнулся, когда последний раз его запускал, отнес квадрик на стоянку машин, и сам квадрокоптер практически не реагировал на управление через пульт. Каким-то образом мне удалось в экстренном порядке посадить его на снег, и считайте, мне повезло. Далее, квадрокоптер пару раз точно не откликался на управление и передвигался в воздухе, как ему вздумается. Слежение работает, но некорректно, как и управление жестами для съемки, управление ладонью и тому подобное. Переворот на 360 градусов, к слову, отрабатывает отлично, это единственное, что на данный момент меня порадовало. Также отмечу, что в отзывах у многих данная модель работает корректно, поэтому я склоняюсь, что это дело не в прошивке, а в погодных условиях, так как он даже на месте спокойно держать высоту не мог. Качество видеосъемки ничего невероятного за эту стоимость данные камеры не дают. Минусы: разъем для зарядки аккумуляторов microUSB, легкий ветер сильно влияет на работу квадрика, дешевое качество пластика, ненадежный режим обнаружения препятствий, встречается потеря управления. Конечно, учитывая стоимость, для использования квадрика летом в солнечные деньки минусов так-то мало. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды смотрите в моем телеграм-канале со скидками по ссылке в прикрепленном комментарии. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и скидок, и мой личный телеграм-канал. Написать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Всем, кто оставит комментарий больше 5 слов, огромное спасибо. Знайте, вы помогаете проекту. За просмотр тоже огромное спасибо. Резюмирую, квадрокоптер К8 внешне выглядит неплохо, выполнен из довольно прочных материалов, учитывая стоимость, имеет обширный функционал, 2 камеры и неплохую автономность. Для подростка, для того, чтобы просто полетать, данный квадрик хороший выбор, как по мне лично. Можете написать ваше мнение. Так что девайсу от меня да, еще раз спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.